Сейчас в Instagram есть такой тренд, который записывают родители и дети. Выглядит примерно так. Покажу без дома никогда, время не течет, время не вода. В общем, сначала ребенок поет первую часть песни, вторую часть песни поет его родитель. Моего отца нет с нами уже больше 15 лет, и я бы хотел с ним спеть эту песню, но пока что у меня есть возможность сделать это только с его цифровой копией. И это видео я оживил с помощью нейросетей, то есть и сгенерировал фотографию отца, и оживил его движение с помощью нейросетей, и пара друзей у меня спросили, как я это сделал. В этом видео я хочу показать, какие нейросети для этого можно использовать и пошагово, как это сделать. Нам потребуется всего две нейросети. Первая — это Nano Banana Pro, которая генерирует картинки. Ее можно получить в подписке от Gemini, от Google. Такую подписку на год можно получить бесплатно, либо бесплатно получить ее хотя бы на 30 дней по видео, которое есть у меня на канале. Там есть инструкция, как правильно такой аккаунт получить. Посмотрите, если еще не видели. Когда вы попадете в личный аккаунт Gemini, у вас будет возможность написать здесь все, что угодно. И я использовал такой промпт для того, чтобы сделать фотографию своего отца. Я написал, что это единственные фотографии, которые у меня остались от него, и попросил сохранить черты лица и разместить его в той же обстановке и в той же позе, что и я. Это я на кухне. С первой же попытки получилась вот такая фотография. Основные черты лица были переданы, но немножко смешалось с моей внешностью. Видимо, стоит это в промпте отдельно указать, чтобы разлепить. Но такой вариант меня устроил, он подходит, и я решил оживлять вот эту фотографию. Собственно, вы можете сделать то же самое. Вы можете в чате написать все, что угодно с вашей фотографией, с вашим персонажем, если вы собираетесь записать своего аватара в какой-то другой одежде. Например, выбираем здесь создание изображений, выбираем модель Pro. Обязательно нужно выбрать модель Pro, потому что так получаются гораздо лучшие результаты. И дальше нужно добавить картинку, которую вы хотите преобразить. Ну, например, я возьму с своего рабочего стола просто селфи свое. Возьму его и переделаю во что-нибудь другое. Например, переделай это изображение, чтобы на мне, на моем лице была маска Бэтмена. Просто не меняя ничего остального, просто будет вот это. Сейчас вставится запрос, и я отправлю на генерацию. Когда генерация закончится, я получу итоговое изображение. И уже с итоговым изображением нужно идти во вторую нейросеть, которая называется Kling AI. Это нейросеть, в которой вы можете генерировать видео. Если вы перейдете здесь в раздел Generate, то вы сможете загрузить сюда персонажа и оживить его. Все действия, которые вы запишете на исходном видео, как вы двигаете руками, куда вы смотрите глазами, вообще в целом, как вы видите, хоть это будет танец, хоть это будет какая-то гримаса, вы что-то изобразите, какую-то эмоцию у себя на лице, все эти действия и движения перейдут на фотографию, которую вы сюда загрузите. Этот режим называется Motion Control. То есть здесь вы можете генерировать изображение, генерировать видео по текстовому запросу или с помощью стартового кадра, но нас интересует раздел Motion Control. Это контроль движений. Сюда вы можете загружать любого персонажа и загружать свое видео, где вы определенным образом двигаетесь. Например, сейчас мы возьмем фотку, которая у нас получилась в процессе. Ну, шикарный Артем в маске Бэтмена. Берем эту картинку, нужно ее скачать. Скачиваются полноразмерные картинки довольно долго, они еще потом получаются по весу тяжелые, но это того стоит, оставим это как есть. И дальше нам нужно будет, скачав эту картинку, разместить ее в Kling. Как мы размещаем? Справа у нас персонаж, вот картинка скачалась. Справа мы вставляем картинку персонажа, она сейчас будет долго загружаться. Слева вставляем видео, где мы двигаемся определенным образом. У меня такого видео еще пока нет, я его сейчас запишу. Допустим, привет, это видео для того, чтобы протестировать сервис Kling, где я могу какими-то действиями, движениями передать это своей модели. При этом я могу перекрывать какие-то части своего лица, это все равно будет работать. Сохраняем такую запись, выходим из записи в OBS, и мне нужно сюда подгрузить это видео, которое у меня получилось. Вот это видео. Причем звук из этого видео сохранится, то есть звук будет исходным. Здесь будет Бэтмен, здесь у меня будет движение, Motion Control. И галочку нужно ставить именно на том персонаже, которого мы хотим увидеть в итоговом видео.
То есть, если мы хотим увидеть этого Бэтмена, значит, мы делаем галочку на втором персонаже, ставим галочку. Ждем, пока подгрузится видео, затем нажимаем на кнопку Generate и ждем. В зависимости от длины исходного видео будет меняться цена, за которую мы генерируем это видео, и время обработки. Вот здесь у меня вышло 70 токенов. То есть сейчас у меня тариф стандарт, в котором есть 1300 токенов, точнее, столько осталось у меня. Тариф этот я покупал за $7. Да, Kling AI требует от вас оплаты зарубежной картой, но я думаю, сейчас это не будет проблемой. Сейчас есть куча сервисов, которые предоставляют зарубежные карты. Либо я могу попробовать сделать бота, который будет делать то же самое, Motion Control, в Телеграме с оплатой за рубли. Если такой сервис нужен, напишите об этом в комментариях, я могу сделать вам такого бота, так, чтобы он делал это все в телеге. Потому что по сути функции одна и та же. Мы загружаем видео, которое двигается, и мы загружаем фотографию, которая должна ожить. Здесь я заплачу сейчас 70 токенов, и это примерно, наверное, рублей 30. То есть если посчитать по тарифу, это будет примерно 30 рублей. И поэтому все те, кто говорят, что вы можете так записывать весь контент, они слегка лукавят, потому что иначе вы потратите очень много денег. То есть если вы хотите всерьез заниматься таким вот видеопроизводством, производством такого видеоконтента, то вам придется за это много заплатить. Сейчас он предполагает, что на обработку потребуется 4 минуты. Мы вернемся сюда через 4 минуты и посмотрим на итоговый результат, который получился. По идее, видео должно повторять все те действия, которые я показывал на исходном видео. Итак, результат. Смотрим, какой у нас получился. У нас здесь есть небольшие артефакты в виде летающей руки. Да, в целом он как бы уловил вот эти все движения, которые нужны были. Двигается нормально, то есть я закрываю там рот, закрываю лицо, и все равно это все хорошо видно. То есть единственный артефакт — это вот эта вот рука, которая осталась как бы в воздухе. Это из-за того, что оно изначально было обрезано, это видео. Оно было вертикальным, то есть надо заботиться о том, чтобы на исходнике ничего не обрезалось и все было хорошо видно. И чтобы исходник и изначальное изображение и персонаж, они были в одинаковом разрешении или в одинаковом соотношении сторон. То есть горизонтальное с горизонтальным, вертикальное с вертикальным. Если делать вот так, как я, можно наткнуться на такие артефакты. Но я думаю, что это, наоборот, хороший показательный пример, как нужно позаботиться о том, чтобы исходники были примерно такие же, одинаковые. И видео может быть вертикальным, горизонтальным, в зависимости от того, как вы загрузите итоговое фото персонажа. Я думаю, что принцип понятен. Напомню, что здесь есть платные тарифы, соответственно, вы только с платным тарифом сможете проделать Motion Control. Обычный стандартный тариф стоит там $8, 9 почти долларов. Про тариф, где больше кредитов, он стоит $26 и так далее. Они продают эти токены так, что только шум стоит. В общем, выбирайте любой подходящий тариф, ссылка будет в описании. И опять же напомню, что если хотите себе такого Telegram-бота, который мог бы делать вам такой контент, тоже напишите об этом в комментариях, может быть, сделаем такой. В общем, все, что я хотел показать, пошаговая инструкция о том, как сделать движущийся персонаж, который двигается на основе вашего исходного видео, точно так же, как вы показываете на исходном видео, готово. Используйте, поставьте лайк, напишите комментарий, поделитесь этим видео с тем, кто хочет сделать такое же, и подпишитесь на канал. Меня зовут Артем Исламов, это Лысый из браузера. Рассказываю про нейросети так, чтобы вы могли внедрить их в свою работу, бизнес или жизнь. Пока.